вес в направлении вперед и выталкиваться назад, то есть опять же переносить вес назад. Плюс есть какая-то техника. Теперь следующий момент, который нас очень сильно интересует, это непрерывность действий. Непрерывность действий. В чем она заключается? Блок, пауза, удар. Есть пауза. Вот эту паузу, чем выше уровень мастерства, тем нужно минимизировать, минимизировать и минимизировать. То есть мы делаем некий уход и сразу включаемся в действие вперед. Сложилось? Начинаем мы это все делать, выполняя визитную карточку карате, это гякудзуки. Что происходит? Мы реально забиваем. А вы бьете. В чем заключается принципиальная разница? Принципиальная разница, мы еще к этому сегодня придем, через телефон я это расскажу, как оно что идет. У нас есть косые мышцы. Косые мышцы. Если мы их включаем, а включить мы их можем, только если забираем переднюю руку назад, так же резко, как и заднюю выбрасываем вперед. И не важно, что мы делаем. Блок, но все равно работа двумя руками. Когда мы включаем косые мышцы. Косые мышцы – это то связующее звено в нашем теле, что соединяет действие опоры на выталкивание с действием торса на скручивание, на передачу усилия. И еще раз говорю, моменты отжиманий, штанга и что-то еще, оно, да, нужно, но оно не является необходимым. Для того, чтобы хлестко бить, нужно выставить правильно причинно-следственную связь от опоры в ту конечность, которая будет передавать собственное усилие. Понятно? Понятно. Сейчас мы делаем после уидзуки гякудзуки. Опять же, здесь косые мышцы. Пятка от пола не отрывается. Таким образом, мы стоим чудан уидзуки, выполняем гякудзуки, после этого заходим вперед, выполняем гякудзуки, возвращаемся в команду. Гякудзуки, гякудзуки. Наша задача не остановиться вот здесь, не остановиться, и выполняя проход, не раскачиваясь влево-вправо, выполнить второе движение. При этом и в первом движении, и во втором движении, как таковой конечной точки нет. То есть мы растягиваем, раскручиваем косые мышцы и стараемся вынести руку как можно длиннее вперед. Нигде мышцой, бицепсом, ее не ограничиваем. Вот сколько есть, столько она и летит. Чудан камай. Гякудзуки, гякудзуки. Вот поэтому кто-то вбивает, а кто-то бьет. Вбиваем от опоры, от опоры, от опоры. Бьем молотком по гвозду. Так вот нужно связать. И я специально начал все поэтапно с вот этого, да? С вот этого. И вот сейчас выставляю всю систему обучения, как она есть. Вот это реальная методика, которая позволяет готовиться до зеленого пояса легко. Там есть еще несколько нюансов, но ключевая тема — связать опору до плеча. Отдельно плечи не работают. Не работают. Теперь
Опять же, это есть в экзаменационном геходе у нас. Связки. Мы сейчас сделали гя-кудзуки. И теперь на стимулирование вот этой работы, сюда, на работу бедра, у нас появляется джунзуки. Чунам-гамая. Гя-кудзуки, джунзуки. То есть, что формирует джунзуки? Да, это удар в голову, это понятно. Но с точки зрения биомеханики мы опять же раскручиваем торс. Помним про то, что колено должно остаться над собой. И мы включаем здесь скручивание. Вот отсюда это уходит в хидите. Это вытягивается и уходит вниз. Джунзуки. Я растянулся максимально, сжался. Чунам-гамая. В каждой связке джунзуки скя. Пробуем раскручивать максимальную амплитуду. Когда мы делали после сейчас голосование. Кто делал акцент на это? Кто делал акцент на вот это? За первое. Кто делал акцент на джунзуки? Поднимаем. Кто делал акцент на хите? Так вот, для того, чтобы ударить здесь, надо раскрутить. Если вы стараетесь ударить здесь, а это не работает, это будет толчок. Удара не будет. У нас хлесткость движения. Вот я из гуаши на Валерии показывал, как делается вот эта штука. То, что там делалось из гуаши, это в принципе то же самое, что мы сегодня сделали, туту и вернулись. Здесь туту мы вернулись. Только там это было от гуаши, а здесь из джунзуки. Разницы другой нет никакой. Вот этот щелчок, это, еще раз говорю, это правильное понимание удара действий руками в карате. Дзуки, гяку, кизами, дзуки не равно панчу. Это не панчинг, это не удар рукой. Это снэп, это щелчок. Ну, я пытаюсь русский и английский совместить. И, соответственно, чуть-чуть физики. Если панч, пум, панч, тум, пум. Тоже панч. Панчинг, один удар, два удара, три удара, неважно. И снэп. Щелчок. Импульс силы. Не сила как таковая, я уперся и пошел. Не сила как таковая. А импульс силы. Тянул, уперся во что-то, забрал. Тянул, уперся во что-то, забрал. Вот это идея карате. И опять же проговариваем тему о том, что техника пришла из оружейных практик, и философия стиля шатакан – это нанесение тех или иных ударов на иссечение. Есть на разрубить. Для этого нужен хороший топор, двуручный меч и очень хорошая физическая подготовка. Для того, чтобы нанести легкое повреждение, нужно быстро попасть, отскочить, перестроиться, снова попасть, отскочить, перестроиться. Нанести максимальное количество порезов и потом побегать по кругу, подождать, пока товарищ истечет кровью.
схема, она уже близка к ИД, и она начинается тоже сразу. Вы стоите на кармане. Теперь кизами дзуки. Мы растянулись. Это конечное положение джунги. Дальше яму дзуки. И дальше проход. Яму дзуки, не открывая опять проход. И возврат на место. Бам. Вот этот момент первый. Его нужно сделать сейчас. Пусть стоит на месте, там нужно было темп еще проверить. А здесь просто с места разорвать, раскрутить, а потом крутить. То есть мы формируем пружину, а потом длинную руку бросаем, бам. Самое сложное из техник рук, это сухоста, касается сложности именно вот на этом стартовом уровне обучения. Это самбонзуки. В чем сложность? Я стою в стойке сюда, ощущу данзуки. Мы сейчас говорим про технику до черного пояса. На черный пояс там, вы уже знаете, она выполняется чуть-чуть по-другому. Я стартую, мне нужно сделать движение и топ. После этого, я сейчас пришел одновременно, нога-рука. После этого нужно сделать еще топ и топ. При этом, конкретно в этом упражнении, вот этих раскруток нет. То есть, что в принципе работает? Пришел топ. Дальше что должно происходить? С чем это связывается? То есть однозначно данный прием связан с тем, что мы забираем переднюю руку, а потом забираем вторую руку. И нигде больше в методике, за исключением вот этих упражнений, или чокудзуки здесь, вот этот момент выдергивания так явно не отрабатывается. Именно поэтому мы делаем ски. Нога, рука, опора, бум. После этого пауза. И после этого выдергивание шлеп. Все там. Все там. Все длинное. Причем второй удар длиннее первого и третьего. Счет, шаг, самбонзуки. И в каждом счете третий удар скя. Четко выделяем паузу. Ну это профи, это должен был молчать. Важно ваше мнение. Ваше мнение. Он толкается и летит плечами. И руки бьют быстро. Быстро. Понимаете? Быстро. Там движение медленное. Но идея та же. Живот остается позади. А вы должны выйти вперед животом. Животом. И некто Суворов, по крайней мере, с его времен пошла эта поговорка, использовал фразу «не щадя живота своего». Вот. «Не щадя живота своего». Так вот, все вот эти старты, это все беда. Это все беда. Такого быть не может.
этим разобрались? Теперь переходим к кульминации всего. Оно может начинать выполняться с самого начала. В чем там основа? Опять же, вспоминаем. Нам нужно совместить действие опора от опоры, от опоры, от опоры. Понимаете? Поэтому от опоры это движение на пятки. И поскольку мы стоим на одном месте, все просчитывается в определенном линии, то очень, скажем так, условно легко сохранить вертикальную ось, и эту вертикальную ось перенести в неком направлении. Вернуться, перенести в неком направлении. Вернуться, перенести в неком направлении. Вернуться в вертикальную ось. Вертикальная ось возможна тогда, когда живот впереди. Когда мы делаем поворот на пятки и создаем усилия в направлении движения. Это принципиально важная вещь. Принципиально важная вещь. Здесь, помимо того, что мы делаем более эффективное усилие, мы минимизируем возможные травмы с коленными суставами, если мы делаем движение здесь. Да? То же самое, если мы делаем резко здесь, то еще тогда включается поясничный отдел позвоночника, и это все постепенно приводит к каким-то травмам и профзаболеваниям, которые никому никак не нужны. Мы сейчас делаем стандарт. Сначала спокойно, потом мощно. Помним, уже сегодня все подробно разобрали. Вертикальная ось, перенос усилия, живот вперед. Усвидачи. Эй. Квайте. И. Ни. Са. Ши. О.